уже пообщались, я думаю, познакомились. Меня зовут Егор Бугаенко. Объектно-ориентированное вранье. Будет такая тема. В двух словах. Я постараюсь быть кратким, чтобы у нас осталось время на вопросы. Надеюсь, что вопросы будут. Значит, сначала в двух словах о себе, о своем практическом опыте. Почему я пришел к тому, о чем я сегодня расскажу. Я начал программировать давно, еще в школе, еще много-много лет назад. Начиналось это все с языков типа Assembler, типа Pascal, типа Basic, то есть таких процедурных традиционных языков, которые были много лет назад. Язык C в то же время, в то время был популярен, и я на нем тоже писал. Потом появился C++, потом появился тот самый Bjarne Stroustrup, о котором я упоминал, который, в общем-то, был интересен, его прочитали, перешли на этот язык. А потом появилась Java 1.0, на которой тоже стали писать. На Java 1.0 это тоже было очень интересно, объектно-ориентированный язык. Стали писать, писали, все это продолжалось довольно долго, и всегда была одна и та же ситуация. Всегда я имел одно и то же ощущение, одни и те же эмоции испытывал от того кода, который я пишу. Сначала, когда мы начинаем его писать, все выглядит прекрасно, несколько файлов, все очень красиво, мне очень все нравится, мы начинаем делать дизайн, там, я один или какая-то группа людей. Потом проходит время, код становится все крупнее и крупнее, и мы начинаем его любить все меньше и меньше. Его все тяжелее и тяжелее понимать, все больше и больше в нем каких-то костылей, которые вставлены там и сям, все больше и больше в нем решений, которые со временем не нравятся. И в итоге этот код превращается в то, что можно только выбросить. То есть к нему уже не хочется возвращаться, его не хочется поддерживать. Такое слово есть maintain, от него от maintainability. Вот этот код становится очень тяжело maintain, тяжело его поддерживать. И в итоге мы его выбрасываем. В основном так это происходило. То есть большого удовольствия от написания кода, от написания больших проектов я никогда не получал. Я думаю, что это такое ощущение, которое не только у меня одного, это, я думаю, широко распространенное явление. И так происходило много лет. Много лет мне было неинтересно заниматься. Мне неинтересно было заниматься программированием как таковым, хотя за это платят деньги, хотя это приносит там, результат, но ощущения были неприятные, я бы так сказал. И вот 5 лет назад я наткнулся на такую книжку. Вот такую книжку, я думаю, что, наверное, вы не слышали о ней, Object Thinking, которая, она вроде как по программированию, там нет ни одного примера кода, там нет ничего на Java. Это книга, которая объясняет, что такое объектно-ориентированное программирование и как нам вместо того, чтобы мыслить процедурно, начать мыслить объектно. То есть ставится на чашу весов, на две чаши весов. С одной стороны мы помещаем процедурное программирование, с другой стороны объектно-ориентированное. И они сравниваются, и в этой книге дается достаточно серьезный такой философский анализ, очень интересная книжка, ну, по крайней мере для меня. Она для меня настольная уже много, вот с тех пор, как я ее прочитал 6 лет назад. Дэвид Уэст, это автор этой книги, он говорит о том, что то, как мы привыкли мыслить, это называется процедурное мышление. Мы привыкли мыслить, мы программисты, нас научили мыслить так, как мыслит компьютер. То есть компьютер умеет выполнять команду за командой, и мы вместе с ним пишем программы, которые будут тоже давать эти инструкции компьютеру, чтобы он выполнял команду за командой. Этот подход хорош на очень небольших программах, на маленьких блоках кода, когда мы можем в свою голову поместить тот кусок кода, отрезок кода, который мы можем туда поместить. Но мы не можем туда поместить 100 тысяч строк кода. Мы можем туда поместить несколько сотен, может быть там тысяч. То есть процедурное программирование, язык C, язык Basic, язык Assembler, это языки, которые были созданы для того, чтобы транслировать для того, чтобы дать возможность программисту непосредственно давать инструкции компьютеру. Компьютер главный программист вторичный. Так было много лет. И так неправильно, так неэффективно. Объектно-ориентированное программирование придумано было для того, чтобы этого избежать. Не только объектно-ориентированное, функциональное программирование. Может быть, вы слышали о таком. Язык Lisp, язык Clojure. Функциональное программирование тоже было придумано для того, чтобы нам, программистам, помочь поставить нас, программистов, впереди, а компьютер позади. Чтобы компьютер был не главный, а мы все-таки были главными. Наше мышление было первичным, а компьютерные команды были вторичными. К сожалению, этого в Java не произошло. И в C++. Языки были придуманы, парадигма была использована, ее предложили программистам, но программисты ее не приняли. Программисты ее не поняли и не стали ее использовать в жизни. Потому что большинство программистов, которые пришли в C++, наверное, не большинство, а
100% программистов, пришедших в C++, это программисты на C. Вот я, например, один из них. Меня учили процедурному программированию в течение 5-7 лет, и потом мне дали объектно-ориентированное программирование. Но мне не объяснили идею объектно-ориентированного программирования. Мне просто дали язык, инструмент и сказали, а теперь у тебя есть объекты. Теперь вместо того, чтобы делать функцию за функцией, как в языке C, просто функция одна, функция вторая, функция третья, вызывают друг друга, передают друг другу данные. Теперь у тебя есть такая штука, как класс. Ты делаешь этот класс, и в этот класс помещаешь эти функции и какие-то кусочки данных. И у тебя получаются объекты. Понятно? Понятно. Но мы не стали при этом мыслить объектом. Вот эта книга изменила мое, я ее очень рекомендую, эта книга изменила мое понимание. И после этого я по-иному взглянул на вот такие вещи, которые вы, наверное, все знаете. Sprint Framework, Hibernate Framework, вот эти известные Pojo, знаете, наверное, что такое в Java, Plain Object, Java Object. Например, стандарт JAX-RS, например, стандарт JAX-B, например, utility классы, которые вы тоже, наверное, встретите из Apache Commons, там, из Huawei библиотеки. Например, многие дизайн-паттерны, которые вот в Gang of Four, например, в книжке используются. И многое другое. Вот эти все вещи, после того, как я взглянул на них иначе, я понял, что они не объектно ориентированы. То есть все вот это, что здесь в этом списке указано, это все создано людьми, которые по-прежнему мыслят процедуру. И заставляют нас мыслить процедуру. Вот эти технологии, которые здесь перечислены, я бы категорически не рекомендовал их использовать. Не использовать Spring Framework, не использовать Hibernate, не использовать это, может быть, звучит, да, весело, но вчера у нас был тоже доклад на примерно похожую тему, и я получил много фидбэка о том, что люди считают, что все-таки стоит это использовать. А я все-таки настаиваю на том, что это вредит. Вот эти все эти фреймворки, эти технологии, они созданы не объектно. Ну и теперь переходим к самому интересному, а что же все такое, что же я имею в виду что такое правильно, если это неправильно, то что правильно. Самая главная проблема – это определить, что такое объект. Понимая, что такое объект, мы вот поменяем наш взгляд на тот код, который пишем. Стандартное понимание объекта – это стандартное понимание, это какие-то данные, к которым прикреплены какие-то функции. Я думаю, так написано в книжках, и так, наверное, вас учат. И это категорически неверно. То есть это неправильное определение объекта. Объект – это не данные с прикрепленными к нему функциями. Данные, прикрепленные к нему функциями, это по-прежнему процедурное мышление. Объект – это совершенно другое. Объект – это сущность, можно сказать, живая сущность, которая обладает свойствами, на которые мы можем полагаться. То есть мы не рассматриваем объект как процедуры, которые могут манипулировать теми данными, которые мы туда вложили. Мы рассматриваем объект как я сейчас расскажу более технически, но пока попытайтесь эту мысль уловить. Объект – это как живой организм, который внутри нашего кода представляет какие-то интересы, у него есть какое-то поведение, какие-то свойства, на которые мы полагаемся. Мы не рассматриваем его как глупую структуру, в которой мы можем просто вложить какие-то данные, а потом вызвать эти функции, понимая, что внутри этих функций, внутри этих кусков кода, произойдет какие-то манипуляции с этими данными. Такое мышление нас ведет обратно в язык C, обратно в язык Assembly. Мы должны мыслить объектно, мы должны понимать, что объект – это живое существо, которое обладает каким-то незначительным количеством свойств. И как эти свойства мы можем использовать, как мы на них можем полагаться, зависит от контекста нашей программы. То есть, в общем-то, объект – это вот это. Объект, например, мы создаем новый объект, есть класс файл, мы создаем новый объект f, f – это имя этого объекта, файл – это тот класс, из которого этот объект мы создаем. А теперь я покажу три проблемы, три проблемы, три проблемных места в Java, которые мешают нам создавать объекты правильно, а провоцируют нас на создание тех самых неправильных объектов, которые являются просто блоками данных, так называемые, я бы назвал их, это в книжках так называют, я бы назвал их data structures. То есть это структуры данных или хранилища данных с прикрепленными методами. Вот это неправильно. Но вот эти три вещи, которые я покажу, они нас в этом направлении и разворачивают. Эти три проблемы. Первое это геттеры, второе это сеттеры, и третье это статические методы. Вот ни первого, ни второго, ни третьего в вашем коде быть не должно. Это, если их не будет, этого ни первого, ни второго, ни третьего, то вы продвинетесь серьезно вперед, и ваш код станет значительно более объектно ориентированным, и мышление ваше изменится. Давайте теперь по пунктам посмотрим. Пункт первый, геттеры. У меня не так много слайдов, мы скоро будет
скоро будет финал. Значит, пункт первый, getter. Что такое getter? Кто из вас знает, что такое getter? Отлично. То есть не надо объяснять долго, но вот пример геттера. Вот наш класс, вот внутри у него инкапсулирован некий пас, и у меня есть геттер, который этот пас мне помогает вернуть. Это категорически неправильный дизайн. Почему? Потому что в этом случае мы теряем идею инкапсуляции. Мы разрешаем любому другому объекту, находящемуся вне нашего файла, мы разрешаем этому объекту достать из нас наши данные и делать с ними то, что им захочется. Мы теряем контроль над нашими данными. Мы их отдали. Мы фактически даже... Для чего эти геттеры были придуманы? Для того, чтобы как бы люди не могли напрямую обратиться, для того, чтобы не делать вот эту вот property, которая здесь инкапсулирована, не делать ее public. Придумали эти геттеры. Давайте мы как бы введем метод, который как бы защищает наши данные от внешнего воздействия, от прямого доступа извне. Это было так и сделано, оно как бы защищает, но на самом деле оно ничего не защищает. На самом деле мы по-прежнему разрешаем всем, кто находится вне нашего объекта, прийти к нам и забрать из нас то, что в нас внутри лежит. То есть он приходит к нам и не просит нас сделать что-то, а он забирает из нас данные, превращая нас в глупую структуру данных, которые ничего делать не умеют, и пошел с этими данными что-то делать. То есть в данном случае мы по-прежнему процедурно программируем. Просто эти данные, раньше они в языке C, они лежали у нас все в одной куче, в одной длинной процедуре. А теперь мы их просто вынесли в сторону. Это мы положили в этот класс, эти данные положили в этот класс. Но по-прежнему управление этими данными происходит в какой-то одной длинной процедуре. Из файла мы достали путь, отсюда мы достали что-то еще, отсюда мы достали что-то еще. Потом мы с этим поработали и получили результат. Вместо того, чтобы доверить этим классам, этим нашим объектам, не классам, а объектам, доверить этим объектам что-то для нас сделать. То есть getter превращает объект в хранилище данных, в storage. То есть правильное имя вот того, что мы здесь видим, правильное имя этого файла, должно было быть не файл, а файл path storage. Вот что это на самом деле. Это просто хранилище пути файла, и не более. Это не полноценный объект. То есть нельзя делать, мы не должны делать в нашей классе эти геттеры, мы не должны позволять никому извне достать из нас данные. Это первая проблема. Это эти самые геттеры. Я думаю, вы видели, если вы пишете на Java, я думаю, вы видели массу примеров этих геттеров, в основном в этих фреймворках, которые я указал до этого, например, в том же Hibernate или в том же Spring. Масса этих геттеров, потому что они используют свои классы исключительно как хранилище каких-то данных, причем большого объема этих данных. То есть инкапсуляция нарушается. Мы не можем с нашим объектом работать, мы не можем больше... В чем идея инкапсуляции? Почему нужна эта инкапсуляция? Для того, чтобы из большой длинной процедуры, которую сначала начинаем программировать, это ассемблер, это язык машины, как я сказал. Мы мыслим как машина, давая последовательные инструкции для машины, для выполнения. И для того, чтобы это разбить и сделать это все более поддерживаемым и понятным, выносится какая-то логика, выносится в объекты и поручается объектам работать с этой логикой. Не просто кусок процедуры вырезается и отдается ему, а мы поручаем ему быть кем-то, кто нам нужен. То есть нам нужен файл, нам нужно, чтобы у этого файла были свойства. Мы ему полностью отдаем ответственность за работу с этим файлом в реальной жизни. Потому что такое этот класс файл? Это представитель реального файла на диске. Вот он является представителем этого файла, и он полностью для нас является представителем и имеет все свойства этого файла. Но ни в коем случае он не хранитель этого имени файла. Потому что если он просто хранит имя файла, то мы должны это имя файла вытащить из него и дальше решить, что с ним делать. И дальше мы решаем читать его этот файл, писать этот файл. Но это решение мы принимаем уже за границами объекта. То есть фактически инкапсуляция, это идея инкапсуляции, которая говорит, что все должно быть завернуто в объекте. Все должно быть внутри объекта. Все его проблемы, все его задачи должны решаться внутри него. Ни в коем случае он не должен никому разрешать снаружи брать его куски, допустим, путь, и там что-то с ним делать. Он должен все проблемы решать внутри. Геттеры против этого, в общем-то, и мешают нам это сделать. Это первая проблема. Вторая проблема — это сеттеры. Опять же, видно, что такое сеттеры. У нас есть тот же самый путь, и у нас есть set-path, в который мы передаем параметр, и внутрь этого объекта устанавливаем. Эта проблема более серьезная, чем геттеры, потому что она провоцирует нас на создание так называемых mutable objects. Кто из вас знает разницу между mutable и immutable classes?
Значит, сеттеры это первый инструмент создания mutable класса. Мы создаем сначала объект класса файл, потом даже такое есть разграничение instantiation и initialization. То есть на первом шаге мы создаем объект класса файл, а потом на втором шаге мы его инициализируем. Мы в него инжектируем, мы его нашпиговываем нашими данными. Мы вставили в него путь, мы вставили в него что-то еще, мы вставили в него что-то еще. Получается, что после создания его, после instantiation, после конструктора, мы имеем неполноценную структуру. Мы имеем что-то, что мы должны проинициализировать. А потом еще через время опять проинициализировать. Это технически ведет к большому количеству проблем, которые я сейчас перечислю. Масса статей в интернете про них, вы можете почитать, я на них останавливаться не буду, но покажу их список. Immutable классы они проще, immutable классы они thread safe по умолчанию, immutable классы у них нет сайд-эффектов, у immutable классов, в общем, этот список можете почитать, и он не полный, масса других пунктов. То есть immutable классы технически значительно лучше в обращении и лучше в работе, чем mutable. Это общепризнанный факт. С ними просто удобнее работать. Они меньше, они компактнее. Невозможно сделать mutable класс размером в 5000 строк. У вас просто технически это не получится. У вас будет очень сложно это сделать, потому что вы не сможете в него инкапсулировать слишком много, вам придется все передавать в конструктор, у вас будет огромный конструктор тогда. В общем, все будет некрасиво и неудобно. Вам придется делать immutable классы маленькие. То есть immutable классы, они хороши технически. Но это не самое главное. Я вернусь назад. Концептуальный immutable класс, вернее, mutable класс, он, как бы говоря о концепции, он нарушает самую главную идею. Наш объект является, как я сказал чуть раньше, является представителем сущности реального мира. Если я объект файл, то я представляю для вас, вы со мной коммуницируете, я представляю для вас какой-то файл на диске. Вы мне говорите что-то, а я с ним разберусь, что с ним делать. Вы меня просите, допустим, переименовать себя. И я пошел на диск, там, в операционную систему и переименовал то, что там лежит на диске. Но вас не касается, что я сделал. Вы просто сказали мне, переименуй-ка себя. И я пошел переименовал. Вы не сказали мне set pass, вы сказали мне, переименуй себя. Я всегда представляю ту самую сущность реального мира, которая лежит за мной. Я для вас представитель этой сущности. Вы к той сущности никогда напрямую не попадете. Только со мной общаетесь. Так правильно представлять себе объект. И вдруг этот объект, я представляю этот файл, и вдруг вы приходите ко мне и говорите set pass, и меняете путь той сущности. То есть я фактически предаю ту сущность, я бросаю ее, я больше не с ней. И начинаю указывать на какую-то другую сущность, начинаю быть представителем другой сущности. То есть я фактически, говоря таким философским языком, совершаю предательство. Я не лоялен по отношению к той сущности реального мира, которая была сначала под моим контролем. Я ее представляю. Я представлял интересы одного человека, и вдруг вы пришли, сказали мне сет, и я уже представляю интересы другого человека. Это концептуально очень неправильно, очень плохо, потому что вы перестаете мне доверять. Вы знаете, что я такой, который может легко переметнуться от одной сущности к другой сущности. И поэтому вы работая со мной как с объектом, вы перестаете мне доверять. Теряется доверие, а значит вам тяжелее со мной работать. Вы, коммуницируя со мной и создавая софт вокруг меня, передавая мне что-то, общаясь со мной, вы не верите мне. А значит, вы становитесь опять процедурным, вы опять на себя забираете контроль над ситуацией. Опять вы начинаете управлять данными, не доверяя мне как объекту. А вы должны мне доверять. Объекту необходимо доверять полностью, во всех его операциях. А если он mutable, ему доверять нельзя. Потому что мы знаем, что он в любой момент может сменить ту реальную сущность, которая за ним находится, сменить ее в любой момент и стать представителем какой-то другой сущности. Это такая концептуальная, философская проблема. А технические проблемы, вот я вам показал, и кроме них можно еще десяток написать. То есть вторая проблема, которую мы имеем в Java сейчас, это сеттеры, которые повсеместны. Я думаю, вы их тоже видели в большом количестве. Сеттеры, даже в каждом IDE, там в IntelliJ, в NetBeans, в Eclipse, есть даже кнопка «Создать сеттеры» и «Создать геттеры». И это категорически неверно. Я это считаю как большая ошибка в Java мире. То есть это большая ошибка, которая приводит к тому, что наш софт становится процедурным, точнее остается процедурным и не становится объектно-ориентированным. Вот такая история. Ну и третья проблема – это статические методы, которая еще более крупная проблема, на мой взгляд. Я думаю, все знают, что такое статический метод, да? Не надо руки поднимать.
Статический метод — это метод, который, что я вам скажу, это метод, который не привязан ни к какому объекту. То есть мне для вызова статического метода мне не нужно использовать, мне не нужно создавать объект, мне не нужно иметь этот. Мне не нужно создавать объект, мне достаточно просто обратиться к классу, который называется у меня, например, FileUtils. Это utility класс, так называемый. Обратиться к этому классу и сказать ему: прочитай содержимое этого файла. В чем здесь проблема? Ну, здесь проблема огромная. Мы не имеем вообще объекта. Поскольку мы не имеем объекта, мы не имеем объектно-ориентированного программирования в принципе. У нас нет той самой сущности живой, как мы говорили, что объект — это какое-то живое существо, с которым мы коммуницируем. Мы ни с кем больше не коммуницируем. Мы просто имеем набор процедур из процедурного программирования, из языка C, которые мы начинаем использовать в нашей Java, которая должна быть объектно-ориентирована. То есть это люди, которые программировали всю жизнь на C. Они привыкли к тому, что у них есть функции, которые они лепят в глобальный скоп. Просто функция fopen, например, из языка C, которая была 50 лет назад, или не знаю сколько лет назад. Вот они пришли в язык Java или в язык, допустим, C++, и смотрят, а где тут поместить функцию fopen? А им говорят: ну для этого нужно создать объект. Они говорят: это неудобно, давайте вот мы, чтобы мы ее просто куда-нибудь могли поместить. Давайте вот мы ее вставим, Java озаботилась этим, потому что в C++ можно сделать все равно как в C, глобальную функцию. В Java таких возможностей нет. Нельзя написать функцию, которая будет без какого-либо класса вообще в глобальном скопе. Хотя вот язык Kotlin предлагает нам это теперь. Но в Java этого нет. И слава богу. И поэтому куда мы ее вставим? Куда мы эту функцию поставим? Давайте создадим статические методы. Так, я думаю, это было создано. Давайте создадим статические методы, потому что мы C-программисты, мы так много лет программировали на C, нам оно удобно, нам оно привычно. Я понимаю, конечно, что вы объектоориентированные ребята, но нам это нужно. Давайте мы ее поставим. И дали эту возможность это сделать. Дали возможность это делать, мы потеряли вообще объектоориентированную идею. У нас больше нет объектов, у нас появляются процедуры, которые находятся, масса этих utility классов, я думаю, видели вы в Apache Commons библиотеке, в Guava. Когда вы... Кто пользуется Apache Commons вообще? Кто знает, что это такое? Значит, в этом Apache Commons масса этих, там вообще все на utility классах построено, это все состоит из процедур, которые мы вызываем вместо того, чтобы идти к объекту и создавать объект, и делать его представителем сущности реального мира, и разговаривать с ним, и полагаться на его свойства, как я сказал, и считать его, доверять ему, и делать так, чтобы он отвечал за одну проблему, чтобы мы на него могли положиться, и он эту проблему мог решить. Мы все это убираем, и вместо этого говорим: мы не доверяем никаким объектам. Мы прямо здесь и сейчас, в эту процедуру, мы вызовем эту процедуру, и эта процедура нам с нашими данными выполнит определенные операции. Это классическое процедурное программирование, язык assembly. Есть кусок кода, который называется процедура, у меня есть данные, у меня есть там пару цифр, я им передал эти пару цифр, они их сложили, вернули мне результат, я контролирую ситуацию, я мыслю как компьютер. Я знаю, что есть вызов функции, мы попали в функцию, функция выполнила определенные там операции, операнды, и вернула мне результат, я пошел дальше с моими данными существовать. В объектно-ориентированном программировании мы мыслим иначе. У нас есть объект, на который мы знаем, что он собой представляет, и мы, полагаясь на его свойства, дальше работаем с нашим кодом. Может быть, оно звучит немножко пока не точно, я так, судя по вашим глазам, понимаю, что, наверное, не совсем понятна суть, но попытайтесь сейчас запомнить, что геттеров нельзя, сеттеры нельзя, и статические методы нельзя. Вот если эти три момента запомнить и перестать ими пользоваться, то вы почувствуете, что вам придется мыслить как объекты, вам придется строить объекты такими, чтобы с ними можно было коммуницировать как с правильными объектами. Я приведу пример, что такое я понимаю как правильный объект, более практический пример. Вот, допустим, такой кусок кода на Java. У нас есть класс. Я не написал здесь конструктор, но понятно, что в этом классе должен быть конструктор, в который мы передаем этот самый пас, и он его сохраняет в этот final property. То есть обратите внимание первое. Во-первых, я не могу из этого класса достать его путь. То есть после того, как я создал, это я показываю правильный объект, который должен, как он должен выглядеть. Во-первых, я не могу из него достать его путь, я его этот путь не знаю. После того, как объект создан, это его знание. Он ими обладает, и я их не должен больше касаться. Это первое. Второе, я не могу изменить это. Я не могу изменить этот путь к тому файлу, на который он указывает. Это final. Я использую модификатор final, который говорит о том, что я этот
я эти изменения сделать не могу. Никаких сеттеров здесь быть не может. Все, что у нас, все property, которые внутри класса существуют после создания объекта, этот объект один раз их закрепляет и на них дальше полагается, на них основывается, с ними работает. И третий момент. У нас нет никаких статических методов, у меня есть просто свойство этого объекта. Это свойство в том, что у меня есть содержимое. Я файл, и у меня есть контент. Этот контент можно из меня получить. Я этот контент могу отдать. У меня есть такое свойство, как иметь контент. И дальше мы можем, те, кто вокруг меня находится, может полагаться на то, что у меня есть этот контент, и этот контент забирать. То есть статических методов нет, геттеров у меня нет, и сеттеров у меня тоже нет. Вот так должен выглядеть правильный объект в объектно-ориентированном программировании. Таких рекомендаций я, в принципе, закончил с теми тремя рекомендациями, то есть основная суть доклада закончена. Теперь я скажу в двух словах, на самом деле таких рекомендаций много, у меня их порядка 45 есть в запасе, я их все рассказывать не буду, будет слишком много, они все менее значимы, менее серьезные, поэтому на эти три я бы рекомендовал обратить особое внимание. Всего их там больше 40 штук, 45, даже больше, и сейчас немножко рекламы, я собрал 20 их. Вот такую книжку написал, там 3 месяца назад у меня вышло, называется Elegant Objects. Почему мы про книжки говорили до этого? Мне было интересно ваше мнение о том, как вы читаете книжки, да, и как часто. Вот есть такая книжка, я в нее собрал 23 рекомендации из тех 45, которые у меня в голове есть. 23 я поместил в эту книжку, они мне кажутся наиболее важными, которые стоит принять во внимание для того, чтобы код из процедурного превратился в объектно-ориентированный. И у меня есть блог, на котором я пишу об этом, который я бы тоже рекомендовал почитать. И да, еще последнее, что хочу сказать, это первый том книжки, я сейчас работаю над вторым томом книжки. Кому интересно стать ревьюером второго тома, я ищу волонтеров, которые бы могли мне помочь прочитать мой рукопись второго тома, дать свои рекомендации, критические замечания, и я потом в благодарность пошлю бесплатно книжку вам за это, когда она выйдет, и ваше имя будет там на первой странице как благодарность. Если кому-то интересно, дать e-mail, напишите мне этот адрес, и мы рассмотрим этот вариант. Ну и последнее про книжку. Кому интересно ее купить, она продается в Америке, Амазоне, $41. Но после этой конференции в течение всей следующей недели напишите мне e-mail, укажите, что вы слышали мой доклад здесь, и я вам ее продам со скидкой в 75%. То есть вы ее купите за 25% цены. Такая вот специальная скидка для слушателей этой конференции. Плюс доставка. Ну, доставка будет здесь, по СНГ. Вот, в общем-то, все. Я рассказал то, что хотел. Теперь давайте вопросы. Да, спасибо. Задавайте, пожалуйста, вопросы в микрофон. Я сейчас его буду приносить. Егор, спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. У нас есть такой принцип, всем известный как принцип единой ответственности. Когда у вас есть один объект, он делает конкретную работу и больше ничего не делает. И понятно, зачем это нужно, нам легче понимать код, легче наследовать этот объект. И у меня такое впечатление сложилось, что ваш принцип нас провоцирует на то, что этот принцип нарушается, принцип единой ответственности. То есть мы создаем объект файл, в него пихаем все, что мы с файлами можем делать, там, читать разные способы, посимволить, построчно, там, все что угодно. И у нас в результате получится такое большое полотно, там 2000 строчек, и что с ним делать непонятно потом. Вот скажите, пожалуйста. Да, хороший вопрос, все правильно. Да, действительно. Действительно, есть такой принцип, который очень важный, это принцип так называемый SRP, Single Responsibility Principle, который говорит о том, что мы должны, наш блок кода или наш модуль или наш объект должен отвечать за какую-то одну, у него должна быть одна responsibility, совершенно правильное замечание. И действительно, в соответствии с тем, что я рассказывал, действительно нужно в этот класс файл положить все, что мы можем придумать про файл. В соответствии с тем, что я рассказал. Действительно, файл должен уметь все про себя делать, он должен всю работу с файлом должен понимать, как ее сделать. А дальше возникает вопрос, а что такое все? Если мы возьмем, допустим, тот же файл utils из Apache Commons, то мы увидим там, наверное, 50 или может 60 методов статических, которые делают разные операции с файлом. Если возникает вопрос, мы что, должны все 50 положить в класс файл? Да. Ответ да, действительно мы должны это сделать. Но дальше мы начинаем смотреть, а правильно ли их все иметь в одном классе?
Правильно ли, точнее, иметь их все в одном классе и все их реализовывать в одном месте? Правильный подход это использовать декораторы. Кто знает, что такое декоратор? Паттерн декоратор. Отлично. То есть у нас есть, в двух словах расскажу, у нас есть класс, который, допустим, файл, который имеет в себе один единственный метод content. И на этом нужно остановиться. Вся остальная имплементация, допустим, мы хотим прочитать контент из файла, например, построчно. Например, у нас есть функционал, который читает просто контент из файла, и у нас есть другая функция, которая читает контент из файла, возвращая нам массив строк. Вот у нас есть два метода, да, которые бы хотелось положить в этот класс файл. Правильно не класть эти оба метода внутри класса файл, а оставить там контент, а потом создать декоратор, который может оборачивать, даже может быть не декоратор, а такой wrapper, то есть который оборачивает наш класс файл, и он уже, обертка эта, имплементирует новый метод, который называется читать и потом возвращать строчки. То есть мы обращаемся, мы заворачиваем, сначала мы создаем файл сам по себе, а потом мы создаем файл, умеющий возвращать нам массив строк. И оригинальный метод, который у нас был контент, остается внутри оригинального объекта, а объект декоратора, обертка эта, добавляются в нем дополнительные методы, которые умеют что-то делать с тем контентом, который предоставляет оригинальный объект. То есть на оригинальном объекте есть свойство вернуть контент, а у более сложного объекта есть свойство вернуть контент в виде массива строк. То есть мы вертикальную структуру utility класса, где все методы стоят по списку, вот это полотно большое, мы его раскладываем в иерархию этих декораторов. То есть если раньше они были вот так, то теперь у нас получается что-то простое в середине, класс, который умеет делать только что-то, один простой функционал, одно простое свойство у него, вернуть свой контент. А дальше мы его можем обернуть в что-то более сложное, потом еще более сложное, еще более сложное, если нам это нужно. То есть каждый, приведу более практический пример. Давайте так, у нас есть файл utils, например, методы, которые, скажем так, мы берем файл и из него хотим прочитать все строчки в виде массива. Второй вариант, мы берем файл и хотим прочитать из него байт-аррей. Мы хотим получить из него байт-аррей. Третий вариант, мы хотим из файла получить строку в UTF-8, в Unicode. Четвертый вариант, мы хотим взять файл и из него получить контент, который, даже если контент, который, если кодировка поломанная, то мы хотим, чтобы она все равно преобразовалась в UTF-8, к примеру. То есть у нас есть какие-то 4 разных метода, которые 4 разными способами работают с контентом того файла, который у нас есть на диске. Мы можем их реализовать как 4 статических метода, а можем создать 4 класса под каждый из этих функционалов. И каждый из этих классов будет иметь свое свойство. Он будет по-своему, у него будут свои свойства, так скажем. Этот является массивом строк, этот является байт-арреем, этот является строкой в Unicode. И каждый из них заворачивает в себя внутрь оригинальный файл, который просто отдает байт-аррей. Не совсем понятно, наверное, да? Я, может, попробую кусок кода показать какой-то. Можно сейчас Да. спросить? Представь, что у нас, допустим, файл весит 20 гигабайт, так? И Да. когда мы берем из него контент, эти все 20 гигабайт чистых выдаются, правильно? Тогда получается, что буквально взять 4 каких-то последних бита, нам нужно из него получить все 20 гигабайт, потом передать их и только последние взять. Это же как-то немного странно, по-моему. Да, действительно, если у нас такая есть задача, если есть задача, чтобы мы могли получить random access по файлу, да, если мы можем получить, тогда нам тот оригинальный файл, который у нас есть вот в таком формате, он нам не подходит. Тогда мы делаем другой, мы создаем другой класс, который мы называем не файл, допустим, а файл с random access, и он реализует этот функционал по-другому. То есть мы каждый раз под разные свойства, под разные задачи, каждый раз создаем такие микроклассы, небольшие классы, которые по-разному себя ведут и разные имеют свойства. То есть мы функционал множим не с помощью статических методов, а с помощью разных новых классов, разного типа, каждый из которых ведет себя по-своему. Такая мысль. То есть мы, в принципе, любой статический метод можно заменить классом, на самом деле. Статический метод — это просто метод, который получает какой-то набор параметров, дальше внутри эти параметры как-то с ними манипулирует и получает какой-то результат. То есть любой статический метод можно превратить в класс. Просто эти параметры
вот эти параметры инкапсулировать внутри класса и сделать их property, сделать их свойствами, и потом этот класс начнет, собственно, себя вести так, как результат этого статического метода. Понятно, нет? Давайте еще вопросы, может мы чуть дальше поймем. Мне вопрос состоит в том, что понятно, что статические функции, они как бы нарушают объектно-ориентированное программирование. А вот почему сеттеры и геттеры все нарушают? Ну, допустим, попробуем представить ситуацию, да, я нахожусь в каком-то редакторе, там, ну, в Word, например, да, и у моего файла есть куча параметров. И я сделал простую процедуру, я просто пересохранил его в другом месте. Вот. И как я должен создать новый экземпляр? То есть, ну, как бы, нету ни сеттеров, ни геттеров, то есть, мне сегодня надо изменить путь. Как мне надо выбраться из этой ситуации? Да, должен быть метод, который, например, который вместо setName называется rename. То есть мы можем переименовать файл, если мы хотим его переименовать. Но в этом случае мы делаем rename. И если при этом мы делаем rename, и файл должен теперь работать с новым путем, то эта функция rename должна возвращать новый экземпляр самого себя. То есть immutable классы, они работают таким образом. Они, когда мы хотим поменять что-то в них, ну не в них, а изменить то, на кого они указывают, то мы, обращаясь к ним, мы делаем не setName с результатом void, а мы говорим rename с результатом новый файл. То есть у меня был старый файл, я делаю я пишу так, f равняется f.rename. То есть у меня f был раньше одним, а после rename он станет другим. Это получается новый объект. И мы каждый раз изменяя, каждый раз, когда нам нужно перейти на какой-то другой immutable объект, мы просто его просим, пожалуйста, сделай там что-то новое и создай нам новый immutable объект. А старый мы выбросим. Мы старый выбрасываем, а новый с новым начинаем работать. Так это технически делается. Ну, это понятно. А если конструктор слишком тяжелый? Если конструктор слишком тяжелый, то мы начинаем думать, а почему у нас такой тяжелый конструктор? И нам становится неудобно, то, о чем я говорил. Если у нас все классы immutable, то у нас тяжелый конструктор нас остановит и покажет нам, что мы делаем, почему он такой большой, нам неудобно. И поэтому у нас класс всегда будет маленький, что очень хорошо. То есть мы в конструктор не поставим 10 параметров. Нам просто это будет некрасиво, неудобно, и будет чисто интуитивно мы поймем, что мы совершаем ошибку. Если класс mutable, мы в него функционал можем добавлять бесконечно. Нам нужна какая-то новая функция, поменять имя файла, setName. Мы хотим что-то еще сделать, еще функцию. И поэтому файлы так разрастаются, и поэтому классы такие огромные. Если же он immutable, то мы при каждом изменении, при каждой модификации должны возвращать новый инстанс этого самого класса. Соответственно, используя большой конструктор. Если в конструкторе 1-2 параметра, все будет прекрасно. Если мы в конструктор начинаем добавлять 5, 6, 7 параметров, нас это остановит, и мы поймем, что нам нужно разбить это на несколько других классов. Нам нужны дополнительные объекты, дополнительные классы. Значит, наше понимание проблемы неверно. Той проблемы, которую мы решаем. Значит, то, как мы продизайнили эти классы, не соответствует, не совсем эффективно. Поэтому нужно вернуться на маленькие классы опять. Мы все время будем хотеть делать маленькие классы. Что очень хорошо в объектно-ориентированном программировании. Чем меньше ваши классы по размеру и чем больше их количество, тем качественнее код. То есть классов должно быть много, и они должны быть маленькие. У каждого класса должно быть не больше, я бы сказал, 4 публичных методов. Если у класса больше, чем 4 метода public, то у вас серьезная проблема. Если у вас их 10, то это совершенно дизайн, который нужно выбросить. То есть классы должны быть маленькие по количеству методов, публичных, private там может быть сколько угодно. Но public методов должно быть максимум 4. Они должны инкапсулировать тоже максимум 4 property внутри и выполнять отвечать за какую-то одну фичу, какой-то один функционал. Если так можно будет сделать, если у вас будет код такой, то он будет очень легко поддерживаем, очень легко в понимании. Безусловно, при условии, что классы друг друга не дублируют по смыслу. То есть если там нет у вас копи-пейста. То есть если они действительно уникальны и в большое количество, и они маленькие, это идеальный код в ООП. Такое мое убеждение. Спасибо. Еще вопросы? Вижу. Здравствуйте. У меня вопрос насчет работы с вебом. То есть веб нам как диктует? Веб говорит, что у нас есть какой-то формат, в котором мы передаем данные. Там может быть много данных, а может быть мало. Может быть одно поле, может 10. Соответственно, мы когда говорим про mutable объекты, мы писали, что они no-null, то есть не содержат нулов. То есть как нам тогда выбираться из этой ситуации? Нам нужно как-то анализировать приход и, соответственно, создавать классы относительно нулов или как? Как нам работать с этими нулами? Да, действительно, я здесь показал, что null.
Вообще, я думал, мы не коснемся этой теме, но в принципе тоже такая рекомендация вам всем. Это тоже большая ошибка в объектно-ориентированном программировании. Если вы используете то значит у вас что-то не так и надо что-то чинить. Вообще не должен присутствовать в ООП как таковой. Это в принципе была придумка это была серьезная ошибка тех, кто их придумал. Есть в интернете, вы можете поискать, почему это ошибка, и найдете там видео от того человека, кто, в общем-то, был тем, кто создал этот в программировании. По-моему, даже не в ООП он был придуман еще, а еще раньше. Так вот этот его нужно избегать любыми путями. Вопрос возникает, как быть, если у нас есть неполный вход, да? То есть мы имеем какие-то входящие параметры, но они неполные, и нам нужно их как-то Именно так. Да, именно так. В данном случае у нас должно быть, наверное, если из веба перейти больше уже к объектам, наверное, речь идет о методе, в котором есть, допустим, 5 параметров, 3 из которых мы можем поставить потому что нам их юзер не передал. Да? Да. И мы их, соответственно, не должны сохранять, и объект должен смотреть, если это мы ничего не делаем. А если там реальное значение, значит я его там... Или даже, допустим, у нас есть, например, какая-то игра, у нее есть состояние, допустим. И состояние, может какое-то присутствие, объект может не присутствовать. Соответственно, что нам? Либо объект столом хранить, то есть у нас пришли данные, мы создаем конструктор и передаем. У нас получается объект, который слишком несколько нулов. Либо нам нужно делать какой-то декоратор, внутри него там смотреть и создавать именно объект с нужным количеством полей. Или как? Вопрос несколько абстрактный, поэтому я попытаюсь дать тоже абстрактный ответ. В смысле, я не знаю конкретный пример. Но, в общем-то, если возникает ситуация, когда в классе может быть инкапсулировано реальное значение, а может быть то это значит, что дизайн этого класса сделан неверно в том смысле, что он слишком абстрактный, слишком, так сказать, на все случаи жизни. То есть, если, к примеру, мы представим, что у нас есть файл, наш тот самый объект файл, в котором есть, кроме pass, есть еще одно свойство, которое, например, назовем encoding, кодировка. И добавим новый property, назовем его encoding. И теперь мы скажем, давайте, смотрите, у нас иногда мы знаем, какой encoding в файле, а иногда не знаем, какой encoding. Поэтому давайте, когда мы конструируем этот объект, мы будем иметь два конструктора, или, допустим, один конструктор, в нем будет имя, значит, путь на диске, а второй параметр будет encoding. И если там передали, то мы так и сохранили. А потом, когда будет прочтение из файла происходить, контент вызываться, то контент будет смотреть, если у нас в encoding, то одно, если не то другое. Понятно я сказал, да? Понятный дизайн? Так вот, это совершенно неверный дизайн. Потому что мы сделали слишком большой класс. Мы сделали класс, который он делает, уже не соблюдается тот самый single responsibility принцип. Он и умеет читать с энкодингом, и умеет читать без энкодинга. Нам нужно два класса. Нам нужен один класс, который умеет читать с энкодингом, второй класс, который умеет читать без энкодинга. И никакой не должен никогда инкапсулироваться. То есть мы должны либо инкапсулировать энкодинг, либо, если мы его не знаем, использовать другой класс. То есть конфигурировать файлы, конфигурировать классы через не это фактически конфигурация класса происходит. То есть мы либо даем, вот ты, дорогой класс, мы тебе либо даем два параметра, твой путь и твой энкодинг, либо один из них мы не в курсе, поэтому мы тебе его не даем. Это мы его конфигурируем, этого быть не должно. Мы должны использовать два разных класса. Поэтому точно так же в игре, если мы не должны ему сохранять эти внутри, и не должны с помощью давать ему информацию о том, как жить дальше. Наверное, я на часть вопроса ответил, да? Я просто не очень понимаю, как мне принимать решения. То есть я получил данные, if создать такой-то класс, если не создать другой класс. Да, например, так, да. Но только у вас А если у меня очень много свойств? Допустим. Значит, у вас будет очень много классов. И это прекрасно. Так и должно быть. То есть нужно думать о том, как создавать файлы. Это на самом деле тяжелая работа. Это на самом деле не просто создать эти классы. На самом деле не просто придумать их имена. На самом деле не просто сделать так, чтобы классов было много, они все были маленькие и друг друга не дублировали. Но когда вы это сделаете, и когда вы полностью уйдете от этих нулов, и полностью уйдете от сеттеров и геттеров, то ваш дизайн станет понятный вам, всем и многие годы вперед. Вам его будет легко поддерживать. Поэтому да, мой ответ именно так. Да, действительно, создавайте много классов. Да, вы принимаете эти решения, это непросто, но когда вы это научитесь делать, и когда вы пойдете по этому пути, дальше будет только счастье. Все, спасибо, поблагодарим Егора. Обратите, пожалуйста, внимание, у нас перестановки в расписании. Вот то, что Андрей говорил на открытии про перестановку докладов Михаила Дударева и
Антона Архипова. Сейчас будет Михаил Дударев здесь.